Темнокожий мужчина по имени Джек возвращался домой после тяжелого трудового дня. Этот день стал для него настоящим испытанием. Его уволили с работы из-за сокращения штатов. В компании Джек долго трудился над проектами, вкладывая душу в свою работу, и теперь, оказавшись без средств к существованию, он чувствовал себя опустошенным и расстроенным. Сидя в переполненном вагоне метро, он пытался собрать свои мысли, но тревога о будущем только усиливала его беспокойство. Поездка длилась около 50 минут, и на третьей остановке в вагон вошла беременная женщина. Вагон был полон, и свободных мест не осталось. Джек, заметив, как женщина с трудом держится за поручень, сразу же встал и уступил ей свое место. Она благодарно улыбнулась и села, а Джек, стоя рядом, почувствовал, что хотя бы этот маленький жест доброты мог сделать ее день немного легче. Женщина, которую звали Эмили, начала разговор. Они обменялись несколькими словами, и вскоре Джек, не сдерживая эмоций, рассказал ей о своих трудностях на работе. Он поведал, как много времени и усилий он вложил в свою прежнюю должность, и как неожиданно все это рухнуло. Эмили внимательно слушала его, и в ее глазах читалось понимание и сочувствие. Когда Джек закончил свой рассказ, Эмили ободряюще улыбнулась и сказала: «Не переживай, все будет хорошо. У меня есть для тебя идея». Она достала из сумки визитку и протянула ее ему. «Это компания моего мужа. Я могу поговорить с ним и рассказать о тебе. Возможно, у них есть открытая вакансия, и они смогут тебя взять». Джек был безмерно рад и благодарен Эмили за ее доброту. Он не ожидал, что просто разговор с незнакомкой в вагоне метро может привести к такой возможности. Они обменялись контактами, и на следующей остановке Эмили вышла, оставив Джека с надеждой. Выйдя из метро, он продолжал думать о разговоре с ней. Он не знал, как сложится его жизнь, но теперь у него появилась искорка надежды. В следующие дни Джек не мог избавиться от мысли о работе, о том, как важно иметь возможность обеспечить себя и свою семью. Он начал составлять список своих навыков и достижений, готовясь к собеседованию, которое, как он надеялся, скоро состоится. Через 3 дня Джек, наконец, решился. Он приехал по указанному адресу, указанному на визитке Эмили. Его сердце колотилось от волнения, когда он входил в офис компании. На собеседовании ему сказали, что его порекомендовала Эмили, и это сыграло ключевую роль в его трудоустройстве. Джек прошел собеседование успешно, и вскоре ему предложили работу. Он вышел из офиса с широкой улыбкой на лице, полон надежды и благодарности. На обратном пути домой Джек размышлял о том, как иногда простые жесты могут иметь огромное значение. Он понимал, что благодаря доброте незнакомки его жизнь изменилась в лучшую сторону. Он решил, что теперь, когда у него есть возможность, он обязательно будет помогать другим так же, как когда-то помогла ему Эмили. Джек начал активно участвовать в жизни своего района, помогая людям, нуждающимся в поддержке. Он стал волонтером в местном центре помощи, где делился своим опытом и вдохновлял других не сдаваться в трудные времена. Его история о том, как доброта может изменить жизнь, вдохновила многих, и он понял, что каждый из нас может стать светом в чьей-то жизни. Таким образом, Джек не только нашел новую работу, но и открыл для себя новое призвание помогать другим и распространять доброту в мире. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.